кажется, мы нашли самую красивую гору в Италии. Привет, мы Сергей и Катя, и мы отправились в наше первое путешествие по Италии, чтобы обалдеть от Флоренции и научиться готовить пасту в Риме, попутно собирая пункты в наш бакет-лист. Но начали мы с севера Италии и природы невероятной красоты. Итак, есть несколько способов отправиться к итальянским Доломитам. Можно прилететь в Мюнхен, Венецию или Милан, а потом на поезде или на машине отправиться в деревню Ортозей. Мы выбрали Милан и на следующий день сели на поезд в сторону Бользано, ближайшей станции к Ортозею. Сейчас отправляемся на поезде в Бользано с пересадкой в Вероне. Здесь очень красивый вокзал. Наши билеты были на поезд Фреччи-Россо, и он разгоняется до скорости 360 км в час. Его можно отличить по красному цвету на платформах. До Бользано мы добирались 4 часа, с учетом часовой пересадки в Вероне. Время пути проходит очень быстро. Можно рассматривать виды на итальянские города и природу, ну или играть в карты, как делали итальянцы. А мы уже готовились выходить в Вероне, пересадка которой была указана сразу при покупке билетов на сайте Триниталии. И через час нас уже ждал следующий поезд. Мы уже подъезжаем к Бользано и собираемся брать в аренду машину, чтобы начать наше путешествие по Альпам. Вам не нравится деревня, которая видна сейчас? У нашего отеля было очень специфическое название «Ад», но в нем было абсолютно все идеально: расположение, интерьер, еда и даже бассейн. Смотри. Что там? Горы. Нифига, огромный балкон. А вон джакузи, кстати. Мы приехали после 5 вечера, когда все канатки уже были закрыты, так что мы с чистой душой отдыхали после дороги. Но самое удобное в нашем отеле было то, что от него всего 10 минут пешком до канаток, на которые мы собирались подняться. Следующим ранним утром мы отправились на фуникуляр к открытию, чтобы стать гору с наименьшим количеством людей. Как тебе? Красиво. Необычно прям. Прикольно, что здесь такая типа гладь. Мы случайно встретили маленького альпийского сурка, и таким звуком он передает информацию о том, что он увидел хищника. И из-за эха звук разносится по всей долине. Наверху можно насладиться всей панорамой долины. Сам подъем на первую точку несложный, всего половина километра. Собственно, поэтому я и пошла в платье, потому что мы планировали просто насладиться видами, подышать свежим воздухом, выпить кофе и спуститься вниз. Немножко работы делаем.
Но уходить совсем не хотелось, и поэтому мы решили идти дальше. Но надо быть готовым, что это 5 километров в одну сторону и с очень большим наклоном. И конечной точкой были вон те камни. За это держался. Иди. Пока идешь в одну сторону и спускаешься вниз, особо не думаешь о сложности трека, а лишь удивляешься, как такая красота может быть на земле. Это вот вон, по-моему, там такой. Not funny. Обычно коровы выглядят достаточно дружелюбно, но иногда, когда они очень сильно хотят быть контактными, это даже выглядит немножко страшновато. Как вы, наверное, уже поняли, мы дошли до места назначения. Прям люди на верхушку забрались. И вознаградили себя яблочным штруделем. Ты скажешь что-нибудь? По-моему, суховат. Суховат? Ну, потому что ты краешек съел. Поднимаемся обратно. Это не то, что спускаться. Тяжеловато. Катя начала бодро, а теперь нужно тащить ее обратно. Мы провели там около 4 часов, и пришло время обедать, а мы хотели это сделать в деревне Альпа-де-Сюзи. Чтобы туда попасть, нужно подняться на другом фуникулёре, и он находится в 10 минутах ходьбы от фуникулёра Сисиды. А после подъема нужно либо пройтись, либо спуститься на небольшой канатной дороге вниз к самой деревне, где и находятся все рестораны. Мы были настолько голодные и уставшие, что совершенно забыли снять эту деревню, но я абсолютно рекомендую посетить ее, потому что она очень уютная и атмосферная. На следующий день было запланировано озеро Мизурина и поход к 3 пикам, но сегодня у нас еще оставалось время на то, чтобы поехать по шикарным итальянским дорогам и наслаждаться этими бесконечными горами и видами.